Ребяшки, hello, как говорится, приветствую вас на обзоре Apple iPhone 15 Pro. Как вы знаете, компания Apple представила 4 новых смартфона. Это Apple iPhone 15, 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro и Apple iPhone 15 Pro Max. Что касается 15 и 15 Plus, у нас была возможность их купить, но, честно говоря, мы даже не стали тратить деньги, просто потому что отличия от 14, 13 и даже ближе к 12 они просто минимальные. Но, ребяшки, теперь к самому интересному. То, ради чего стоило хоть как-то сделать этот обзор, потому что хоть какие-то приятные улучшения, это iPhone 15 Pro. Пункт номер 1 – это распаковка. И вот есть уже дисклеймер, сейчас забегая вперед, это цвет. Смотрите сюда внимательно. На картинках Natural Titan. Сложно было достать, но мы его достали. Natural Titan выглядит вот так. Теперь, ребятушки, внимание. Вот картинка, которую Apple всем транслирует. Natural Titan. Такой благородный, светлый, такой легко-коричневый цвет. И тут мы открываем. Как в том видео, на пол. И тут мы открываем эту коробку. Где тот самый красивый коричневый, вот как на картинке Natural Titan? Нет, мы знаем, что Titan, он Natural как раз такого цвета, но на картинке-то они по-другому нарисовали. Доступные цвета это белый, дальше есть черный, ну классика, черный как черный, и есть синий. Вот наше субъективное мнение, синий совсем смотрится как-то уныло. И единственное, ради чего стоит затевать все вот это вот предприятие со всеми вот этими переплатами и сотнями тысяч рублей, это Natural Titan. И вот он перед нами. Что в комплекте? Проводок есть, и он тканевый, плетеный. Это USB Type-C. Пункт номер 2 – это хват. И это самое интересное, потому что те, кто до последнего, вот как мы, те, кто держался, так сказать, и ходил с трушным настоящим iPhone 11 Pro, у которого нормальные эргономичные полукруглые края, ну, это же дело вкуса, кому-то квадратный нравится. Ждали мы 15-й, и здесь, да, немножко скруглили, снова возвращаются к вот тому дизайну, но скруглили по минимуму. Надеваете чехол, и у вас будет, в принципе, все тот же квадратный аппарат. Тем не менее, есть важнейший момент, важнейший. 12, 13 и 14 айфоны Pro, они заметно тяжелее, чем 11 Pro. Но за счет Титана этот смартфон весит на 20 грамм меньше, чем 12, 13, 14. И, внимание, он на 1 грамм легче, чем вот этот аппарат. И он действительно очень легкий. Это самое приятное ощущение от нового айфона, что он, во-первых, легкий, и, во-вторых, вот эти вот не острые полукруглые края, даже без чехла его прям кайфово приятно держать. Ну, хоть где-то Apple не подкачали. Это приятно. Идем дальше. Это чехлы. Кстати, да что ж такое происходит? Во-первых, классика силикон. А вы-то чего руками разводите? Ну, такое, как-то он выглядит, как цвет детской. Там были на выбор цвета какие-то розовые, яркие, из более-менее такого вот классического, вот был вот такой. Но выглядит он бедно. Однако у нас же есть новые чехлы. Были кожаные, но в этом году Apple, забота об экологии, вот это вот все, они выпустили. Где он? А, вот он. Чехол под названием Fine, я думал, Fine Woman написано. Прикольная женщина. Fine Woman кейс. И ты его доставал уже? Доставали его уже из коробки? Он уже покоцанный. И в этом это не прикол. Вот наши, так сказать, коллеги-ребячки из The Verge неделю тестировали эти айфоны, и вот как чехол выглядит спустя неделю. Мы только что достали его новенький из коробки, он посередине уже протертый. Эти следы, их нельзя убрать. Это вот этот вот Fine Woman Woven кейс. Он типа тканевый, но совершенно неприятный на ощупь, тактильно, быстро коцается и стоит приличных денег. 7 тысяч рублей, как новый Xiaomi, вот за это вот, который через неделю будет выглядеть вот так. Спасибо, что купили, можете забирать обратно. О, самое интересное, что касается внешности, Action Button. То есть у нас раньше был переключатель, вот он сверху. Многие ругаются, что пыль забивается. Вот у меня iPhone 4 года. Вот видите сверху? Ну, немножко пыли есть, но раз в 2 месяца достаете, продуваете, никакой пыли нет, ничего, у меня туда грязь никакая не выпадает. Все прекрасно работает. Теперь у нас кнопка по умолчанию долгим нажатием включается беззвучный режим, как и на 11 Pro, но можно переназначить в том числе на фонарик или камеру. Эта кнопка доступна разным функциям. Я просто на яркость смотрю, они обещали выше яркость. И вот для сравнения. Но у меня, правда, обои, дайте. Сколько нужно времени айфону, чтобы загрузить обои? Че ты смеешься? Ну вот смотри, вот, видите сами, 20 секунд. 20 секунд обои поставить. Ну вот, яркость. Видите какую-нибудь разницу по яркости?
Не видите? Это 11 Pro, а это 15 Pro. 3 года прошло. Где-то там в лаборатории у них, наверное, что-то там было красиво. Но мы-то вот на природе, так сказать, сидим в кафе, пользуемся, как обычные люди. Видите сами. Дальше, пункт номер 5, 6. Это начинка. Новый чип A17 Pro. Много об этом говорили на презентации. Самый быстрый, самый новый, самый клевый. Новый чип чуть быстрее в играх. В определенных топовых играх будет чуть выше FPS. Какому-нибудь геймеру, наверное, это важно. Но я думаю, и то они, скорее всего, присмотрятся к какому-нибудь Android смартфону, потому что он будет и дешевле, и оперативки там будет больше, и возможности по кастомизации тоже. Но да, топовые игры будут показывать чуть лучше FPS на этом айфоне, если для вас это важно. Следующий пункт — это камеры. Ровно то же самое. Основной модуль тот же, ширик тот же, а вот по телефото, по зуму добавился 5-кратный зум, но только на модели Max. Здесь зум точно такой же. Никаких нововведений для владельцев обычного Pro. Дальше идем аккумулятор. Никаких изменений, ровно то же самое. Дальше идем USB Type-C. USB Type-C поставили в основном потому, что в Европе нужно ставить USB Type-C. Так-то бы оставили Lightning. Если вы просто подключаете к компу, заряжаете iPhone, между USB Type-C и Lightning разницы никакой. Ни по скорости зарядки, ни по передаче каких-нибудь фотографий. Ну и самое интересное, ребятки, самое интересное, это цены. Вот цены на iPhone 15 Pro в Америке. Плюс налоги. Вот гораздо более интересно, то за сколько он продается прямо сейчас. Первый день, ну и там в ближайшую неделю будет примерно такая же цена в Москве, допустим, да, мы открыли Marketplace, iPhone 15 Pro, внимание, 177 тысяч рублей за 256 гигабайт, а это 512, а есть еще на терабайт 200 с лишним тысяч. Ну, что хочется сказать, если у вас десятка iPhone XS, 11 Pro, если вам не нравился дизайн 12, 13, 14, он был тяжеловат и вам казались слишком острые вот эти вот углы, это решение однозначно, потому что 11 Pro уже тормозит очень сильно, камера тормозит, Wi-Fi туго включается, вот есть такое, на каждый день не клево. В этом, скорее всего, все будет работать нормально, потому что новый iPhone, но сколько это стоит денег, во сколько вам это обойдется в странах СНГ, подумайте трижды. Если вы не такой привередливый, однозначно присмотритесь к предыдущим моделям 13 Pro и 14 Pro. Я думаю, что интересный вариант. А так, титановый цвет, который, ну вот, это титан, Natural Titan. Есть еще белый, есть так себе синий и классический черный. Кнопка тоже особо не особо. Камера тоже особо вы не заметите каких-то нововведений. По скорости работы, по экрану будет примерно то же самое, что в предыдущей модели. Стоит очень серьезных денег. Apple iPhone 15 Pro. Заранее извиняемся, если о чем-то не рассказали. Ну, просто потому что есть гиковские вещи. Типа нового чипа, новых игр. Там есть специализированные обзоры. Ждем ваши комментарии. Привет из Сингапура. Увидимся. Пока.